Друзья, всех приветствую! Сегодня поговорим о наушниках от компании LED Shure. Модель называется DZ4, а их стоимость составляет $89. Приходят они в очень такой привлекательной белой коробке среднего размера, а на лицевой части здесь имеется логотип компании LED Shure. И такой интересный рисунок с кругами, который напоминает нам о том, что в этой модели используется 4 драйвера. И конечно же здесь есть логотип Hi-Res Audio и название модели. Ну а сзади, как всегда, указаны технические характеристики этих наушников. За звук здесь отвечает 3 динамических драйвера 6 мм и один 6 мм пассивный излучатель. А чувствительность наушников составляет 104 дБ. И они получили 12 Ом импеданс. Теперь давайте рассмотрим комплектацию подробнее. И первое, что нас встречает здесь, это вот такие карточки. Это сертификат качества продукции. Здесь имеется карточка с рекламой соцсетей компании LED Shure: Discord, Facebook, WhatsApp, веб-сайт и AliExpress. Это QR-коды, их можно отсканировать. И вот такая карточка с послепродажным обслуживанием. Ну а здесь имеется вот такая большая, довольно красиво оформленная инструкция по эксплуатации и подключению кабеля на 3 языках. Ну а здесь очень аккуратно расположились эти замечательные наушники. И выглядят они, на мой вкус, достаточно привлекательно. И имеют такой бежевый цвет самого корпуса. И они достаточно легкие. Изготовлены из очень гладкой и приятной тактильно смолы. Сделаны на заказ компании HeyGear. А на лицевой части у них имеется такая металлическая вставка с оранжевой решеткой внутри. И рисунком, который мы также видели на коробке. И здесь у них установлен разъем 2 пин на уровне с корпусом, рядом с которым имеется надпись LED Shure DZ4 и маркировка правого и левого наушника соответственно. Но вот так выглядит их сопла. И здесь можно увидеть 3 таких отверстия, 2 из которых чуть больше, с белой сеточкой внутри. И одно имеет меньший диаметр. Я думаю, что это акустическое отверстие. Но что касаемо посадки и эргономики наушников, то здесь все в полном порядке. Прилегают к уху они очень плотно и обеспечивают отличную звукоизоляцию. Использовать их можно буквально часами. Но в этой черной закручивающейся банке находится вот такой отличный 4-жильный медный кабель, который мне очень понравился. И менять его точно нет смысла. У него 216 нитей и посеребряное покрытие. Установлены разъемы 2 пин, стандартные, и имеются достаточно такие удобные сформированные заушины. И стандартный коннектор 3,5 мм джек. Менять его я бы вам не советовал. Жаль только, что нету выбора балансного коннектора. Но я думаю, что в скором будущем появится определенно. Но в таком удобном органайзере находятся фирменные амбушюры LED Shure. Такие черные называются вокальными. Вот так они выглядят. Имеют чуть меньший диаметр. И вот эти называются сбалансированными. И выглядят они вот так. Я использовал эти наушники именно с ними, поэтому вам определенно рекомендую сразу же попробовать именно их. Ну а теперь, друзья, давайте поговорим о самом главном, а именно о звучании этой модели. И вот так выглядит их график АЧХ. И настроены они, я бы сказал, что не совсем типично за счет своей ровности на мидбасе. Но зато как раскрывается средний диапазон, друзья, это надо просто услышать. На мой взгляд, график хорош, и у меня к нему нет вопросов. Здесь есть и достаточный подъем и акцент на саббасе,
и нереально плавный заход на средний диапазон, а переход на верхнюю середину очень аккуратен, ну а на высоких частотах полный порядок. Нам подчеркнули совсем немного тарелочки и сделали небольшую компенсационную ямку и добавили воздуха на краях диапазона. Ну и начнем, как всегда, с разбора низких частот. На низких частотах эти наушники демонстрируют очень точный, аккуратный и бодрый подъем с большим акцентом на сабасе, который имеет отличный вес и объем, заполняя собой пространство. И меня очень радует плавный и четко контролируемый переход на мид-бас, за счет чего бас отлично контролируется и буквально позволяет дышать и раскрыться средним частотам, совершенно не мешая им. Да, конечно, стоит сразу сказать, что я сильно переживал за мид-бас, что мне его будет прям реально недостаточно, но на деле для меня все оказалось вполне хорошо, так как мид-бас достаточно плотный, собранный и атакующий, с хорошей текстурной проработкой. Но, конечно, ощущается он не супер массивно, особенно если вы переходите на эти наушники с каких-то более басовитых моделей с более прокачанным мидбасом. И поначалу это реально будет ощущаться немного странно и непривычно. Басхедам точно здесь будет не хватать панча. Но для всех остальных ребят, кто знаком с подобной настройкой на низких частотах, будет в самый раз. Ну а средние частоты в этих наушниках буквально настоящее безумие, ошеломляющее с первого прослушивания. Они безумно ровные и правильно и четко сфокусированные. Я бы сказал, что это буквально их визитная карточка. Здесь есть и безумная прозрачность, и воздушность, из-за чего все звучит четко, раздельно и подробно на обертона. Нету никакого эффекта коробки или закрытого пространства. Весь этот диапазон буквально дышит. И несмотря на то, что он очень ровный, он не получил излишнюю явную мониторность и сухость, а наоборот все звучит захватывающе и эмоционально. Вы буквально живете с музыкой. А вокальная часть просто замечательная. Что мужской, что женский вокал очень чистый и безумно прозрачный. И четкий. Да и конечно стоит сказать, что сразу заметно, что вокал акцентирует внимание на себе. И выдвинут вперед вместе с драм-партией. И все звучит буквально рядом с вами. И это дает очень приятный эффект погружения. И дополнительный баунс за счет четко подчеркнутых транзиентов у ударных. Но высокие частоты здесь имеют очень хороший и правильный подход к настройке. Имеется достаточная техничность, хороший уклон в аналитику и присутствует хорошее количество воздуха для лучшего разделения тарелок и перкуссии в этом диапазоне. Да и конечно стоит сказать, что наушники отлично подходят для тяжелых и скоростных жанров, требующих хорошей атаки и совсем небольшого приятного на слух подчеркивания тарелок. Меня радует, что они не сливают звук в кашу в единое целое, а наоборот же, на верхах все тарелочки, каждая продолжительная послезвучие звучит очень детально и раздельно. То есть образы не теряются в миксе и рисуются очень точно и информативно. Ну а что касаемо сцены и стереопанорамы, то в LED Shure DZ4, на мой взгляд, здесь все в полном порядке. Сама сцена достаточно широкая, имеет отличный уклон в глубину. То есть пространство и инструменты не ощущаются какими-то плоскими, а наоборот же имеют хороший вес и объем. И все образы рисуются очень подробно и раздельно друг от друга. Ну а вывод по данной модели наушников у меня получился таков. LED Shure DZ4 получились очень интересными, эмоциональными, точными и достаточно техничными наушниками, дарящими только положительные эмоции. Да, определенно стоит сказать, что у них имеется не самая типичная настройка на низких частотах для любителей мощного мидбасового панча и басхедов, но в остальном все в порядке. Ссылка на покупку наушников находится в описании и в закрепленном комментарии под видео. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки. С вами как всегда был IC Genius. Спасибо всем за просмотр, всем удачи и пока.